Всем привет, с вами я Андрей. Сегодня у меня на канале продолжение истории про Ferrari, которые не могут отремонтировать уже 3 года. В предыдущей серии вы видели, как дилер Рублевка сервис, они же Mercury, футболили клиенты, который приобрел автомобиль стоимостью несколько десятков миллионов рублей. Претензия 3 месяца назад предъявлена продавцу. Продавец отфутболил клиента к вам, сказал, что у них нет какой-то аккредитации на покраску автомобилей Ferrari. Нет, ну то есть к нам отфутболили, а мы должны на себя эту проблему взять, что-то не совсем понятно. А кто должен ее взять на себя? Тот, кто продавал, тот и должен. А, то есть вы не будете чинить по гарантии? Нет, не будет. Вы можете напрямую написать на завод, если вы нам... В Италию? Да, почему? Итальянцы часто употребляют «кикаццо», что означает «какого Она Зачем мне этим заниматься, если вы официальный дилер? Нет, Вы официальный дилер? Ну а в этой серии, я думаю, что скорее всего мы увидим то же самое со стороны компании Avilon, которая и продала этот автомобиль, и которая является вторым официальным дилером марки Ferrari в Российской Федерации. Больше, насколько я знаю, в России официальных дилеров Ferrari нет. Одни говорят, у нас нет лицензии на покрасочные работы, другие говорят, что пишите в запрос в Италию. Эти опять футболят к тем, те футболят к этим. Итальянцы вообще ничего не отвечают. В результате человек, который купил автомобиль стоимостью несколько десятков миллионов рублей, несколько лет не может его починить по гарантии. Здравствуйте. Здравствуйте, в отдел продаж, в отдел сервиса. К директору к вашему. Скажите, Алихан пришел. Мы по вопросу низкого качества автомобилей Ferrari. Здрасте. Здравствуйте, Хан. Здрасте. Как дела у вас? Ничего. Это вы не сейчас есть? директор разве? А? Не вы сейчас директор, да? Директор филиала я. А вы? Добрый день. Да? Со мной же другой разговаривал, Невинский какой-то. Да, директор сервиса. Это вы. А вы директор салона, да? Я директор, да. А вот Явинский Сергей. сейчас. Снимать не надо? Камеру выключайте. Я не разрешал. Да, Сергей, да. Ну Выключайте. что, так дерзко с нами разговаривать? Нет, а почему? Выключайте. Почему? Камеру. Почему? Меня снимать нельзя. Почему? Почему это? Значит, нельзя снимать. Почему? Человека без согласия. Не, не Света снимай надо? пока, подожди. Нет, мне неудобно без света разговаривать. Пойдемте, выйдем в салон. А? Пойдемте. Конечно, выходите. Сейчас я подойду. Да, Вы давай. как-то с нами разговариваете вообще Я в хамоватой манере. А? Я нормально разговариваю. Почему? Я прошу меня не снимать. Вы не просите, вы выключили свет только Это что. мой кабинет, не надо. И что? Не, ну хорошо, не снимай просто и все, ладно, ставь. Пожалуйста, присаживайтесь. Да, давай. Хорошо, подходите. В предыдущем выпуске вы видели, как представители Рублевки сервис, на мой взгляд, просто в хамской манере предлагали клиенту самостоятельно общаться с заводом Ferrari в Италии, вместо того, чтобы отремонтировать по гарантии автомобиль. В этой серии мы приехали к дилеру Avilon, который, в общем-то, тоже начал общение в какой-то хамской манере, а до этого мой клиент общался с директором по телефону. Просто послушайте этот замечательный разговор. Добрый день, Алихан. Да, Сергей, добрый день. Вы мне звонили? Да, Алихан, я звоню, чтобы сказать, что весь вчерашний разговор я передал в наш юридический отдел. Так. Официального ответа, к сожалению, вот меня для вас нет. Не дает мне никто ничего, никаких официальных ответов. И я никак не могу вам ответить. В данной ситуации единственный способ, я думаю, это обратиться непосредственно к заводу. Потому что другого варианта я не вижу. Рублевка отстранилась, поддержки я не ощущаю никакой, не могу никак больше разрешить эту ситуацию. Здравствуйте. Разрешение получили на съемку? Это клиентский автомобиль, нельзя снимать. А он не машину Клиентский снимает. автомобиль нельзя снимать. Почему его нельзя снимать? Потому что это клиентский У него даже номеров нет. Как мы поймем, что это клиент? И на основании чего его нельзя снимать? У нас в салоне на съемку нужно получить разрешение. От кого? Служба на цену. Ну, на основании от завода еще. О, это что-то новенькое. Слушайте, вот завод не может 3 года вашему клиенту починить автомобиль.
Меня зовут Андрей. Почему вы не снимаете? Я не давала согласия на съемку. Так оно и не Я вообще снимал не вас, вы сами в кадр пришли. Скажите, пожалуйста, а почему вы не чините клиенту уже 3 года автомобиль? Автомобиль, купленный у вас. Мне кажется, это гораздо больше интересный вопрос, чем сможем мы снимать или нет. Ну, пожалуйста. Продолжайте меня снимать. Да. Я не разрешаю вам снимать. И что? Я могу Вы на работе, ну, пожалуйста, давайте. Так, так, Кодекса Российской Федерации. так. Фотографировать и записывать на видео гражданина можно только с его согласия. Я вам такое Чего? согласие не давала. Здравствуйте, давайте я вам прочитаю эту статью. Вы, пожалуйста, присядьте, вы ожидаете кого-то с сервиса, вам вызвали? Мы ожидаем хоть кого-то, кто поможет решить вашему клиенту проблему. Вас вот ваш клиент вообще не интересует, я смотрю. Он тут ходит, вы... Вас просто не снимать, потому что это моя ответственность. Все, что касается сервиса, вам сейчас придет сотрудник по сервису. Мы вас вообще не звали, вы могли к нам не приходить. Девушка, я правильно понимаю, что вы менеджер по работе с клиентами, да? Нет, А как? Бренд-менеджер? я маркетолог, да. Маркетолог. Ну вот смотрите, Потому что я прошу вас стоит не снимать. клиент, который купил у вас машину за несколько десятков миллионов рублей, которая проблемная, вы на него вообще внимания не обращаете. Не спросили, как у него дела, не спросили, решилась ли его проблема. Вас интересует только, снимаем мы вас или нет. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина допускается только с согласия этого гражданина. Не съемка, а обнародование в видеоролике. Снимать мы можем на здоровье. Но. Вот. Но есть исключение, что такое согласие не требуется в случаях, когда использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах. То есть, в принципе, это как раз про наш канал «Публичный интерес». Мы рассказываем публике про то, что вот некоторые салоны не совсем законно себя ведут. Соответственно, нам это согласие не требуется. Она маркетолог, то есть она отвечает за имидж марки. Имидж марки Ferrari — это когда пришел клиент с проблемой, его просто игнорировать, делать вид, что его нет. Слушай, я в шоке вообще, если честно. Я просто, ну, каждый раз я не верю, что так может быть. Как так вообще? То есть они просто делают вид, что тебя нет. Хорошо, сейчас к вам Сергей Невинский подойдет, директор сервиса. Где? Так вы же директор салона, вы, наверное, можете на наш вопрос ответить? Я не в курсе ситуации. Не в курсе ситуации? Не в курсе деталей. А вас как зовут? Павел. Павел? Мы же с вами тоже общались неоднократно. А как вы не в курсе ситуации? Ну, я не в курсе деталей. Каких деталей? Деталей. А там последних деталей никаких нет. Вот как Наша изначально было, претензия так и есть. получена вами месяц назад. Никакой реакции на эту претензию нет вообще. Я не могу никак прокомментировать. А кто может? Вот Сергей Невинский, директор сервиса, он вел как бы эту проблему, он может ответить. То есть директор салона не в курсе. Понятно? Ну, Павел, скажи, вот как я отсюда машину забрал, уже прошло год. Да, когда я отсюда уезжал, вы мне сказали, вот забери машину, мы договорились с заводом, ты машину отвозишь в Меркури, и они тебе делают машину, все уже договорено с заводом. Я забрал, поехал туда, они мне сказали, кто будет это платить? Я говорю, так Авилон договорился с заводом. Они говорят, мы пишем завод, нам завод сказал, что они ничего делать не будут. Ну, у меня другая информация. Какая У у вас меня другая? информация, что завод сказал Меркурь делать, а Меркурь отказался. И после этого мы обсуждали с вами, ну, Сергей. Нет, Меркурий никто не говорил делать машину. Вот они писали. Хорошо, а какой смысл не делать Меркурий? Объясните мне тогда. Но вы же как продавец по закону все равно обязаны делать эти работы. Потребителя не должно волновать, есть у вас лицензия, нет этой лицензии. Мы Какая? не можем их сделать физически, эти работы. Ну а кто может? Меркурий. А Меркури тоже не могут. Они нам предлагают писать в Италию, говорят, пишите в Италию. Можно написать в Италию. Нет. Что, серьезно? Клиент должен в Италию писать? Нет, знаете как, вот, грубо говоря, нам завод согласовал, первое, ремонт в Меркури. Меркури клиент отказывает, мы на Меркури повлиять не можем вот вообще никак. А второй вариант был ремонт в Праге. Да. Ну это сейчас, вот неделю назад, месяц, 2 недели назад. Завод предлагает по-прежнему. Нет, а скажи, пожалуйста, смотри. Подожди, вы что сказали, что вы вообще не в курсе этой ситуации? Ну я в курсе в общих чертах. Я не знаю, там, кто кому что отправил, как ответил, вот это я не знаю. В целом, конечно, я в курсе ситуации. Я не в курсе ситуации. Я в курсе ситуации. Я не в курсе ситуации. Я в курсе ситуации. Директор салона Ferrari не может никак прокомментировать эту ситуацию, потому что он ничего про нее не знает, хотя в то же время нам про нее рассказывал. Что?
Ну, это бред какой-то. В общем, пока наша история находится на таком этапе. Клиент купил автомобиль, 3 года ездил за гарантийным ремонтом, что-то чинили, что-то не помогло. В итоге предложили выварить крыло, варить новое. Сказали, что это поможет. Но организуют этот вопрос они уже целый год. Сначала направили нас в Меркури направили нас куда подальше. Мы приехали снова в Вавилон. Вавилон говорит, что мы не можем, потому что у нас нет лицензии на покраску, на продажу у них почему-то есть лицензия, а вот на покраску ее нет. Выглядит довольно странно, но тем не менее. И на данном этапе, через год после того, как мы написали первую претензию на гарантийный ремонт, они говорят, ну давайте мы этот автомобиль отвезем починить в Чехию. Вообще, конечно, странное, мягко говоря, решение. Странно еще и с юридической точки зрения, потому что непонятно, кто потом будет за этот ремонт отвечать, потому что будет его осуществлять какое-то юридическое лицо, которое не российское, которое чешское, то есть на эти работы не будет распространяться, по идее, закон о защите прав потребителей российский. Что потом с этим ремонтом будет? А если и он будет некачественный, если и он не поможет? А потом, если мы напишем какую-то претензию уже о расторжении договора, Авилон нам же и скажет, что вашу машину чинил не пойми кто в Чехии, туда и обращайтесь. Мой оператор считает, что это такой хитрый, коварный план, чтобы снять с себя ответственность. Ваше мнение пишите в комментариях. Больше всего меня, конечно, удивляет и поражает поразительное, просто фееричное хамство со стороны автосалона. Я такого не видел ни в одном автосалоне Kia, если честно. Они бегают за своими клиентами, они облизывают своих клиентов, а тут Ferrari. И у меня это просто не укладывается в голове, я не могу понять. Вы к нам? Добрый день. Здравствуйте. Сергей Невинский, директор по сервису. Да. Вы же ко мне приехали? Мы Да, приехали садитесь. к вам в компанию, я не знаю к кому, нас тут все футболят, посылают куда подальше, может вы с нами поговорите. Я могу вас попросить не снимать меня? К сожалению, нет. Я не даю свое согласие на видеосъемку меня лично. Нам не нужно такое согласие. А с чего вы взяли, что оно нам нужно? Оно не требуется. Я прошу вас меня не снимать. Я не даю своего согласия на... Да, вы лучше поправьте пиджачок, а то не очень в кадре будете. Да, спасибо вам большое. Пожалуйста. Я бы хотел продолжить разговор. Смотрите, нас удивляет, если честно, вот вы прекрасно понимаете, что там сидит ваш клиент, который купил у вас машину за стоимостью десятки миллионов рублей, которая ломается, которую несколько лет уже не могут починить по гарантии, но при этом такое впечатление, что для вас клиента нет. Вы подходите к нам, просите нас прекратить видеосъемку, почему вас не интересует ваш клиент. Я готов продолжить разговор. Ну, пойдемте тогда продолжим его. Если я могу обратиться к вам с просьбой не снимать меня, потому что не даю свое согласие. Также у меня есть, если вы хотите со мной продолжить разговор, у меня вот есть бумага, подпишите, пожалуйста, ее, что вы ознакомлены с тем, что я не даю своего согласия на съемку лично меня. Нам не нужно согласие на съемку. Но на основании чего нам нужно это согласие? Я готов с вами побеседовать без камеры. Да нам не надо с нами беседовать. Я готов Побеседуйте с вашим побеседовать с клиентом. камерой. Без камеры, да. А с камерой не готовы? Не готов. Не готовы. Не даю, да. То есть согласия. просто уйдете и все, да? Это было бы, конечно, невежливо, я бы не хотел так поступать. Поэтому Но вам просто придется, правильно мы понимаем? Я просто прошу вас выключить камеру. Вы ведете себя некорректно, вы нам хамите. Я ни в коем Ну, случае вас я не не хамлю. имею в виду лично вас, я имею в виду готов вашу пообщаться, компанию. Я просто прошу Ну и давайте пообщаемся. не снимать меня. Я не даю согласия на съемку себя лично. Поймите, Здесь- пожалуйста, у нас нет цели снимать лично вас, вообще никакой. У меня есть клиент, у которого проблема, связанная с вашим автосалоном. И моя задача эту проблему решить. Давайте мы лучше будем работать, хорошо? Давайте вы присядьте туда, я встану. Садитесь Я сюда. хотел бы, да, Ну, к куда-нибудь, я подойду, вот, потому что прекрасно. это Ну, наш наконец-то. клиент, Я готов пообщаться. Здравствуйте. Здрасте. Мы с Садитесь. вами лично, по-моему, не встречались. Да, нет. По телефону. Я готов выслушать, что вы хотели бы лично мне сейчас сказать. Ну вот, что я могу сказать? Вы и так все прекрасно знаете. То, что касается машин. Да, я Вот все она знаю, уже- мы все мы вот- в письменной я- форме вам прислали и ответили на все запросы. Но год уже прошел. Я понимаю, Год. но мы сейчас готовы.
Ну а если меня не устраивает, что машина сейчас уедет в Прагу, и я не знаю, кто ее там будет чинить, что с ней будет? У меня вопрос по поводу того, что будет чинить дилер в Праге. Соответственно, российское законодательство не будет к этому ремонту применяться. Что мы с этим будем делать? Если потом этот ремонт тоже не поможет и начнутся проблемы, то получается, вы избежите ответственности, потому что это будет чинить не российская организация, к которой применимы нормы российского законодательства, а иностранные. Мы претензию вам направили, вы ее получили месяц назад. Вы на нее не ответили. Какая именно претензия? Какая из? Их было просто много. Вы ни на одну не ответили. Честно говоря, такого отношения ни в Kia, ни в китайских автосалонах не видел, вообще нигде, как в Ferrari. Меня это просто удивляет. Вот эта история сейчас длится уже 3 года. 3 года. Я просто не понимаю, вы продаете такую дорогую технику, но не имеете возможности ее ремонтировать. Хотя по закону вы, как продавец, обязаны отвечать за ее недостатки. Ваши юристы прекрасно об этом должны знать. Как они допустили такую ситуацию, я не понимаю. То есть купить у вас машину можно, а починить нет. За деньги можно, да? А, за деньги можно? Это вопрос был. Да, я понял, что это был вопрос. Дело в том, что я все-таки не готов дальше продолжать беседу. Не могу продолжить беседу с вами. Почему? Потому что вы все-таки игнорируете мою просьбу меня не снимать. Так у меня машину не сделали не так. Я понимаю, я не могу отвечать за этих людей. Кто виновный? Я, честно говоря, не проработал этот вопрос, не могу сейчас на него ответить. Да клиент к вам год назад обратился, вы до сих пор не проработали этот Дело вопрос. в том, Ну вы что, серьезно, что ли? Что мы готовы перевести автомобиль в Чехию для того, чтобы сделать там ремонт. Ну его, Я если получил сажать, недавно. ну что там будет? А что вы делали год? Делал переписку. Переписка год с итальянцами. И только через год они сказали, окей, в Чехии починим. Да. Это лучшая реклама марки Ferrari. Еще вопрос. Вот кроме как отвезти ее в Прагу, в Чехию, других вариантов никаких нету, да? На сегодняшний день это единственный вариант, который мы готовы вам предложить. Больше других никаких нету. И быть не может. Смотрите, у меня последний вопрос. Вы сказали, что все претензии в письменном виде нам обязательно ответят. Нам месяц не отвечают на нашу претензию. Как нам получить ответ? Я передам все в юридическое дело. Ну, давайте вы сейчас у них уточните, мы 15 минут здесь еще подождем. Ну, это Можете по правда, телефону сложно. позвонить, сказать, Алихану позвоните, если не хотите выходить, по телефону позвоните, скажите. Нам правда интересно получить ответ на эту претензию. Я вас уверяю, что мы сейчас не сможем его вам предоставить. Мы его вам предоставим позже. То есть он не готов, Письменной спустя форме, месяц письменной не готов? форме, В письменной форме по почте, как это положено. Мы, честно говоря, приехали только ради этого, потому что мы не можем получить ответ на нашу претензию более месяца. Пойдем найдем у них уголок потребителя, давай запишем, что мы здесь находимся, я это в суд предоставлю потом, видеозапись. Скажите, пожалуйста, а где у вас уголок потребителя? Да. Хорошо. Они даже не знают, где у них уголок потребителя. Вот здесь? Эту машину можно посмотреть? Нет? Нет, уголок А, потребителя. чья-то, Я хочу сказать, что о том они сейчас обсуждают, что делать, потому что, по-моему, уголка потребителя у них нет. И очень символично это было на самом деле в этом ролике, когда мы спросили, где у них находится уголок потребителя, и он открыл эту дверь, где у них находится туалет. А где у вас уголок потребителя? А, у вас переносной? А, на ресепшн? Ну, ответьте на нее что-нибудь, не знаю, если нам нужно на завод написать, чтобы они нам машину заменили, давайте мы на завод напишем, мы готовы сделать что угодно. Ну, если нет, ну, значит, пойдем в суд тогда. Ну хорошо, я понял. Просто вы нам как бы даете какую-то надежду, что вроде бы вопрос можно решить, но при этом как решиться, непонятно совершенно. В Меркури нам прямым текстом сказали, вам машину должны заменить. Парадокс данной ситуации заключается в том, что человек с очень большими возможностями, который может позволить себе Ferrari, и у него фактически выбор стоит, что называется, между двух стульев. Это между Меркури на Рублевке и между Авилоном. И обе эти организации просто откровенно плюют на своего клиента, просто футболят его друг к другу, куда-то в Италию, хамят, грубят.
и никак не помогает клиенту решить проблему с его столь дорогим лакшери автомобилем, которым является марка Ferrari. Лично я ни в коем случае не рекомендовал бы покупку столь дорогого автомобиля ни в Вавилоне, ни в Меркури на Рублевке, потому что отношение что там клиенту просто ужасно. Если у вас есть возможности, позволяющие купить столь дорогой автомобиль, лучше сделать это в Европе, например, непосредственно в Италии. В конце концов, именно в Италию предлагает нам Авилон писать свои претензии. Какой смысл тогда писать претензии в Италию через Авилон, через Рублевку сервис, если можно купить автомобиль в Италии и прямо напрямую туда, где вы купили, писать все эти претензии на итальянском языке, как нам, собственно, и рекомендуют все официальные дилеры в России. И вообще непонятен статус тогда этих компаний в России, если они не могут даже по гарантии починить автомобиль и заявляют нам это официально на камеру. Кто они такие? Они вообще официальные дилеры или просто перекупы? Ну а чтобы узнать, чем закончится эта история, я надеюсь, что она все-таки закончится и закончится хорошо. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайки и особенно поделиться этим видео и прислать его на завод Ferrari в Италию. С вами был Ярдрей, дальше будет интереснее.